Здравствуйте, всем видно и слышно? Всем видно ли презентацию? Да, видно. И звук тоже все есть, да? Ну и отлично. Сегодня мы с вами будем рассматривать кору головного мозга, проекционные зоны основных функций коры, симптомы поражения коры и, собственно, сами функции коры мозга. Мозг выполняет достаточное количество различных функций. Это и память, мышление, внимание, это различные эмоции, это управление движениями, координация. Мозг принимает решения, обрабатывает сигналы из внешней среды, планирует наши действия и воспринимает и воспроизводит речь. Все эти функции, которые вы здесь видите, их все можно объективно оценить в различных исследованиях или шкалах, тоже запротоколировать и посмотреть, какие они были до или после какого-то вмешательства, будь то травма, болезнь или лечебные мероприятия. Кора головного мозга, мозг имеет вес примерно 1,5 килограмма. По сравнению с крупными животными у нас не самый тяжелый мозг, но мы являемся видом разумным не только потому, что у нас мозг по массе большой, да, а потому что у нас в мозгу большое количество нервных связей, которые называются второй сигнальной системой, центром речи, центром мышления. Человек отличается от животных тоже эмоциями. Мозг в основном состоит из белого вещества, а серого вещества, самих нервных клетках, в 27 раз меньше. Ежедневно обновляются клетки мозга, старые погибают. До недавнего времени думали, что в мозге не происходит процессов саморепарации, самовосстановления, но с каждым годом появляется все больше исследований, которые доказали, что восстановление мозговых клеток возможно, они растут, дифференцируются, но, конечно, не в таком количестве, как они погибают при заболеваниях. Мозг делится на доли, это лобная доля, теменная, височная, затылочная, ствол мозга и мозжечок. В каждой доле мозга есть определенные проекционные зоны, в которых находится та или иная функция. Это было установлено экспериментальным путем. Например, мы видим центральную борозду и прецентральная извилина – это движение, постцентральная извилина – это чувствительность, как мы с вами рассматривали на предыдущих лекциях. Расположение нервных клеток, которые воспринимают чувствительность или управляют мышцами, конечностями, тоже неравномерное. Там, где больше мышц или различных сенсорных рецепторов, то, собственно, те клетки занимают большую зону мозга или корковое представительство данного органа. Вы видите, что больше всего это лицо и рука. Это связано с мелкой моторикой и развитием речи у человека. У животных вот это гомункулус Пенфильда, конечно, по-другому. Чтобы определиться с патологией мозга, можно разделить все симптомы заболеваний на две части. Это будет первая часть, это общие мозговые симптомы, то есть при раздражении или торможении оболочек мозга или всего мозга. Это будет головная боль, головокружение, нарушение сознания различных видов по типу его угнетения или наоборот возбуждения, тошнота и рвота. Ну, тошнота и рвота, вы помните, что может быть симптомом других соматических заболеваний. И вторые – это очаговые симптомы. Очаговые симптомы – это двигательные, чувствительные, зрительные и речевые. Если идет о симптомах, очаговых симптомах выпадения,
то тогда это будут параличи или парезы, нарушение чувствительности. Это, например, будут гипостезия или анестезия, речевые расстройства, различные виды нарушения речи, которые мы рассмотрим дальше, зрительные нарушения полей зрения, и есть еще другая противоположная клиническая картина, если кора будет раздражаться. Раздражаться, например, гноем при энцефалите или менингите, кровоизлиянием, когда развивается подболочечное, например, субарахноидальное кровоизлияние. В этом случае зоны мозга раздражаются и выдают симптомы, соответственно, вот их функциям, симптомы раздражения, которые мы тоже будем рассматривать. Так существуют симптомы выпадения и симптомы раздражения. Прежде чем как мы будем с вами разбирать зоны мозга по функциям, хочу ввести вам термин, который был определен в XIX веке Зигмундом Фрейдом. Термин называется расстройство гнозиса или агнозия. Это нарушение процессов узнавания при сохранности общей и специальной зрительной, слуховой и другой чувствительности сознания. Есть астереогноз, есть зрительная агнозия, слуховая агнозия, вкусовая, обонятельная, аутотопогнозия, нозогнозия, аллохирия, ахроногнозия, прозапагнозия, пальцевая агнозия. Начинаем с рассмотрения лобной доли, моторной коры или области прецентральной роландовой прецентрал гирус извилины. Симптомы поражения роландовой борозды. Прецентральная извилина, как вы помните из лекции о движении, отвечает за корково-мышечный путь, поэтому при уничтожении этой зоны каким-либо заболеванием или травмой возникают центральные корковые парезы и параличи. Это может быть по гемотипу, как нарисовано на рисунке. Это может быть только одна конечность, например, если поражается передняя мозговая артерия, в этом случае парез будет превалировать в ноге. В том случае, если это средняя мозговая артерия, то параличи будут более выраженные в руке или только в руке, а в нижней конечности никаких параличей не будет. Постцентральная извилина – это корковые нарушения чувствительности. В случае раздражения той или другой борозды будут появляться сенсорные или моторные, для лобной доли эпилептические припадки джексоновского типа или джексоновский марш. Для поражения лобной доли характерна афазия. Причем моторная афазия возникает при поражении лобной доли брака доминантного полушария. Для правши это левое полушарие. Сенсорная афазия характерна для поражения височной доли. Амнестическая и семантическая афазии мы с вами разберем позже. Итак, поражение лобных долей. Паралич взора, больной смотрит на очаг, или можно сказать, что это парез зора в какую-то сторону, или наоборот сказать, что больной смотрит на очаг. Лобная апраксия. Незавершенность действий, плана действий. Ну, например, что такое лобная апраксия? Пациентка взяла чайник, сняла крышку, налила водой, поставила на плиту, включила газ, забыла поджечь. Взяла чайник, забыла снять крышку, налила водой. Взяла чайник, открыла крышку, налила водой, подожгла, забыла включить газ. И все в таком виде, то есть незавершенность действия. Лобная атаксия, астазия, абазия. Пациент не может стоять, не может сидеть. Мы говорили, что при удалении мозжечка координаторная функция человека сохраняется, человек может идти довольно прямолинейно, как раз потому, что существуют другие органы, которые участвуют в механизме движения, поддержания координации. Это лобно-мозжечковый путь, из него выпадает один орган мозжечок, лоб и мост мозга остаются.
Лобный паркинсонизм. Что это такое? При симптомах выпадения. Снижение инициативы и побудительных мотивов к действию. Паркинсоник, как мы рассматривали с вами на предыдущих лекциях, не имеет мотивации к движениям и может часами находиться в одной и той же позе. У него нету никакой побудительности совершить различные движения. Встать и начать, например, там, мыть полы или убираться в квартире или приготовить себе обед. Мотивации к движениям нет. Лобная психика тоже характерна для пациентов с поражением лобной доли. Хочу вам рассказать пример одного из пациентов, который был доставлен в нашу клинику. Это был молодой мужчина, чуть старше 40 лет. Поводом для вызова скорой помощи послужило то, что жена сказала, он стал себя неправильно вести, стал какой-то не такой, стал надо мной смеяться, издеваться и совершать неправильные действия. Скорая помощь, в принципе, не увидела никаких симптомов параличей, но на всякий случай доставила его в нашу клинику. У пациента, кроме дурашливости, не было никаких симптомов, можно было определиться, что, может быть, он просто употреблял алкоголь или другие бодрящие вещества. При произведении компьютерной томографии, которая выполняется по стандарту при подозрении на ОМК, была выявлена гематома в лобной доле, в правой лобной доле, малых размеров. Никакой симптоматики со стороны рефлекторной или чувствительной или двигательной сферы у пациента не было. То есть только было нарушение поведения. Это позволило заподозрить и супруге, и скорой помощи, и врачу-неврологу приемного покоя нашего стационара. Позволило заподозрить заболевание, и, собственно, вот этот пациент лечился у нас. Следующие довольно интересные феномены, которые мы можем наблюдать у пациентов с поражением лобных долей, это хватательные феномены. Когда мы хотим проверить данный рефлекс, хватательный рефлекс, то стоит положить два пальца или ручку молоточка на ладонь больного, ладонь раздражается, и он хватает вот эти твои два пальца или ручку неврологического молоточка, и ее уже врач-исследователь с трудом может извлечь из крепко схватившейся руки больного, причем просьбу «отпусти», «убери руку», «хватит сжимать» на больного не действует, это хватательный рефлекс. Противодержание, эмоциональный парез мимической мускулатуры. Что такое эмоциональный? Это мы будем, когда проводить дифференциальную диагностику с поражением мимической мускулатуры при поражении лицевого нерва, я буду рассказывать, в чем разница между нарушением мимики при поражении лба и лицевым нервом. Моторная афазия. Мы с вами говорили уже о Поле Брака, который в XIX веке описал название данной патологии, когда пациент путает части слова, меняет их местами или выкидывает какие-то слога из слова. И получается, что слово не имеет своей первоначальной структуры. И в нем узнать, что за слово было произнесено, не всегда известно. А крайняя степень поражения зоны Брака, когда пациент молчит и не может разговаривать. Он потом, если восстанавливается, он нам рассказывает: я хотел что-то сказать, ответить у меня не получалось. То есть язык не работал, мозг исчезает возможность управления речевым аппаратом. Между тотальной афазией, когда он не может говорить, и легкой афазией, когда просто меняются части слова с друг другом, существует еще средний вариант. Это будет называться словесная окрошка, когда, например, человек говорит только какие-то звуки. Есть еще один из вариантов, когда пациент говорит только одно слово. Одно слово, это слово может быть любое, это может быть слово «да», это может быть слово «нет», «хорошо», различные слова, которые он будет повторять на любой вопрос. Точно так же для моторной афазии характерна эхолалия. Если задавать вопрос пациенту, он повторяет последнее услышанное слово.
и так несколько раз. И добиться от него ответа какого-то вразумительного не получается. Ты слышишь врач, ты слышишь слово свое же произнесенному больному. При раздражении лобных долей мы можем наблюдать фокальные джексоновские судороги и аверсивные припадки. Также могут быть лобные автоматические симптомы, автоматические жестикуляции и генерализованные припадки. В случае поражения теменных долей возникает астериогноз, неузнавание предметов на ощупь, проводниковое нарушение чувствительности с противоположной стороны, так как эта теменная зона, постцентральная извилина, является корковым представительством чувствительного анализатора. Апраксия конструктивная, кинестетическая. Что такое кинестетическая апраксия? Лобную апраксию мы с вами на примере попытки вскипятить чай уже разобрали. А что такое кинестетическая апраксия в теменной доле? Это выявляется при тесте попросить пациента завязать шнурки, это сложный двигательный акт, или расстегнуть пуговицы халата. Пациент той рукой, которая имеет пораженную зону мозга, то есть контралатеральная сторона, не сможет выполнить действие расстегивания пуговиц. Вы как помните, что это в детстве, в принципе, этот акт приходилось заучивать. Дети этого не умеют с рождения. Алексия. Акалькулия, нарушение счета. Пальцевая агнозия, не узнает название пальцев и номера. Акалькулия, нарушение право-левой ориентировки. Нарушение право-левой ориентировки, то есть ты поднимаешь пациенту руку парализованную и говоришь, чья это рука? Пациент может ответить, это твоя рука. Точно так же спрашиваешь, какая это рука? Он может назвать лево-правую сторону неправильно. Появляются приступы онемения или пароксизмальные парестезии в контралатеральной стороне тела при раздражении темени. Поражение височных долей. Височная атаксия, то есть атаксия есть не только мозжечковая и сенситивная при полиневрите, а точно так же есть височная атаксия. Есть верхнеквадрантная геменопсия, вестибулярные корковые системные головокружения, расстройство речи, амузия, то есть в том случае, если происходит инфаркт мозга в височной доле у композитора, он перестает быть композитором, потому что он не узнает музыку, он ее не отличает от других звуков. Ну и нарушение памяти, конечно же, тоже характерно для виска. Самое главное, наверное, функция, которая отличает нас от животных, это нахождение одного из главнейших частей второй сигнальной системы или центра Верники, зоны Верники в височной доле, которая отвечает за узнавание речи. Мы спрашивали неоднократно у пациентов, те, которые имели сенсорную афазию в начале заболевания, потом через несколько дней они выздоравливали и у них исчезал этот симптом сенсорной афазии, спрашивали у пациентов, что же вы слышали, какой был мир этого сенсорного афатика. Может быть, вы находились как будто в иностранном государстве, что вы попадаете в иностранное государство, не понимаете язык. Вы знаете, мы ждали примерно вот этого ответа, и учебники зачастую говорят, что именно так. Как будто есть некоторые авторы, которые сравнивают, как будто ты попадаешь в иностранное государство. Нет, эти пациенты говорят, что они не помнят полностью данный день. То есть, получается, можно провести прямую параллель второй сигнальной системы с аналитической системой мозга. Не понимаю речь, значит не мыслю. То есть мыслей в данный момент во время поражения зоны Верники у пациента не было. Напоминаю, сенсорная афазия возникает при поражении доминантного полушария. Доминантной височной доли для правши это левый висок. При раздражении височных долей пациент пожалуется на обонятельные, вкусовые, слуховые галлюцинации, висцеральные ауры, вегетативно-висцеральные расстройства, и при поражении правой височной доли, да, мы говорили, что при левой сенсорной афазии, при правом виске пациент может рассказать о том, что у него были ощущения дежавю или жамевю, то есть уже виденного или никогда не виденного.
Существует еще один вид афазии. Мы с вами рассмотрели моторную, сенсорную, а при поражении задних отделов височной доли может развиваться амнестическая афазия. Амнестическая афазия пациент не сможет подобрать нужное название для данного предмета. То есть, например, мы спрашиваем, то, чем пишут, и показываем, например, карандаш или карандаш. Не показываем, а говорим то, чем пишут. Что это? Он не ответит, что это ручка или там рука, или чем открывают дверь. Пациент тоже не скажет, что это ключ, да, замочный ключ. Он скажет, да, это то, чем открывают дверь. То есть он забыл название, он может описать предмет, описать его функции, но не сможет его назвать. Этот феномен называется амнестическая афазия. При поражении теменно-височных отделов слева появляется такой феномен, как семантическая афазия. Пациент не сможет построить и распознать сложных логико-грамматических конструкций. Сравнительного анализа нету и переносного смысла слов нету. Ну вот один из примеров, который логопед задает вопрос пациенту на предмет семантической афазии, он может спросить, какая фраза верна, какая нет. Солнце освещается землей, земля освещается солнцем. Какая фраза неправильная? Пациент на этот вопрос с семантической афазией ответить не может. Большинство проявлений дежавю настолько парадоксальны, что их невозможно объяснить. Ну, то, что мы с вами сказали, что это происходит при поражении височной доли. Суеверные люди раньше считали, потому что медицина же была еще до доказательного периода, считали, что в прошлое отправляется их душа. Другие говорят, что это родовая память предков. Для сторонников реинкарнации в Индии дежавю – это свидетельство их прежнего пребывания на Земле. Например, потому что эта тема давно очень обсуждается, Пифагор предполагал, что он в прежней жизни был петухом. Сильвестр Сталлоне – дозорным кочевого племени. Киану Ривз – танцовщицей в бангкокском храме. У Мадонны, когда впервые осматривал императорский дворец в Пекине, возникло ощущение, что она была слугой последнего маньчжурского императора. Тина Тернер, впервые приехав в Египет, вспомнила, что во время фараонов была подругой царицы Хатшепсут. Лев Толстой тоже был не чужд ощущений дежавю. На охоте, когда он загонял зайца, его вышвырнуло из седла, и в этот момент он ясно вспомнил, что 200 лет назад, будучи другим человеком, он тоже вылетел из седла и записал это в своих дневниках. Карла Густава Юнга, этого юмористического, можно сказать, человека с юмором, психиатра с юмором, это чувство посетило впервые в 12-летнем возрасте, и с тех пор он был убежден, что живет параллельной жизнью и отчасти пребывает в 18 веке. При виде картины с изображением доктора, жившего в 18 веке, он признал своим его ботинки с пряжками, я чувствовал у себя на ногах, часто рука помимо воли вводила цифру 1776 вместо 1876. При этом я ощущал необъяснимую ностальгию. Однажды по пути в Найроби он увидел фигуру, это все Карл Густав Юнг, увидел фигуру человека, опиравшегося на копье, и испытал состояние дежавю. Когда-то я был здесь, хорошо знал этот мир, этот человек ждал меня здесь последние 2000 лет, писал Карл Густав Юнг. Одной из характеристик поражения височной доли будет головокружение. Головокружение вообще считается классически в неврологии два клинически. Это системное и несистемное. Несистемное ощущение укачивания, зыбкости пространства, ощущение проваливаемости куда-то. Системное – это ложное ощущение вращательного или прямолинейного движения окружающих предметов или собственного тела. Головокружение возникает не только при положении мозга, и надо даже сказать, что реже при положении мозга, а при различных дорогих заболеваниях, чаще всего, конечно, заболевания лора органов. А так насчитывается классически 80 различных заболеваний, при которых возникает головокружение. Каждый 7-й человек, по крайней мере, раз в жизни испытывал истинное вращательное головокружение. Головокружение, кроме височного,
существует еще несколько видов. Давайте вам для понимания расскажу классификацию головокружения. Существует вестибулярное и невестибулярное. Вестибулярное, оно же истинное системное вертиго. Оно может быть периферическое или центральное. Периферическое – это нарушение поражения периферической части вестибулярного анализатора, то есть структур внутреннего уха и нерва, 8-го черепно-мозгового нерва, и центральная часть центральная часть вестибулярного анализатора – это вестибулярные ядра в стволе мозга. И еще существует точно так же невестибулярное головокружение. Причинами периферического вестибулярного головокружения могут быть все те заболевания, которые указаны на данном слайде. Причинами центральных головокружений неврологи рассматривают вертобробазилярную недостаточность, атеросклероз сосудов головного мозга и, в частности, артерия аудитива, последствия травм головного мозга, позвоночника, рассеянный склероз, височная эпилепсия, цервикогенное головокружение, энцефалиты и опухоли головного мозга. Лечение головокружения периферического бета-гистином дигидрохлоридом. Если это головокружение не периферическое, то блокатор H3-гистаминовых рецепторов, которые находятся во внутреннем ухе в вестибулярных ядрах ЦНС, неэффективно будет. И остается у нас последняя доля мозга, о которой мы сейчас будем с вами говорить. Это затылочная доля мозга. При поражении затылочной доли мозга, которая является корковым представительством зрительного анализатора, естественно, нарушается зрение. Возникает различного вида гемианопсия. Чаще всего это гомонимная гемианопсия. Либо квадрантная, верхнеквадрантная. Может возникать зрительное неузнавание предметов. То есть на ощупь, если мы покажем человеку наручные часы, он не узнает их. Если мы дадим те же часы ему ощупать руками, то он скажет: да, конечно, это же часы. У этого пациента можно будет выставить диагноз зрительная агнозия. Она возникает при поражении затылочных долей головного мозга. Прозопагнозия, метаморфопсия. Метаморфопсия, что это такое? Это искажение предметов. Может быть микропсия, предметы кажутся маленькими, может быть макропсия, предметы кажутся большими, и метаморфопсия, то есть это изменение формы совершенно замысловатого вида становятся все предметы. То есть дома теряют ровные очертания и могут превращаться в смесь каких-то квадратов или треугольников. И утрата рефлекторных движений глаз, феномен глаза куклы или окулоцефалический рефлекс, он замыкается тоже на уровне моста мозга, и участвует еще затылочная доля, безусловно. Симптомы поражения затылочных долей. Гомонимная гемианопсия. Данных пациентов мы проводим тест полотенца, предъявляется пациенту с открытыми обоими глазами, предъявляется полотенце посередине перед лицом пациента и предлагается рукой, указательным пальцем или ребром ладони указать, где середина. Если пациент не видит все поля зрения справа, это поле зрения справа у него слепое, у него центр этого полотенца будет, который он отмечает на этом тесте руками, этот центр будет смещаться в здоровую зону влево. И мы можем увидеть, что он разделил не посерединке. Это самый быстрый, самый простой тест на гемианопсию. Более сложный тест – это проверка относительно собственного поля зрения врача. Называется она проверка полей зрения контрольным методом по Дондорсу. Врач садится напротив пациента. Пациенту просит ладонью закрыть глаз, и сам врач закрывает свой глаз, который находится напротив пациента. То есть у пациента левый, значит для врача правый. Закрывает глаз,
и поля зрения врача, врач знает, что поля зрения его нормальные, относительно себя начинает измерять поля зрения пациента. Пациенту говорит: смотрите прямо мне на переносицу, и шевелящиеся пальцами руки, которые находятся на равном расстоянии между головами врача и пациента, в 4 квадрантах, верхним наружным внутренним, нижним наружным внутренним, показывает шевелящиеся пальцы и смотрит, на каком градусе примерно входит в поле зрения шевелящиеся пальцы врача. Называется измерение полей зрения контрольным методом по Дондерсу. Ну и последнее, самое точное, это, конечно же, компьютерная, аппаратная или периметрическая на периметре Фостера. Окулисты нам помогают померить поля зрения пациента и поставить не только диагнозы нейроофтальмологические, могут заподозрить еще дополнительные свои глазные болезни. При раздражении затылочных долей возникают два вида нарушений. Простые галлюцинации – это вспышки, фотомы, или сложные картины будут просто называться зрительными галлюцинациями. Мы с вами рассмотрели первую тему сегодня, которую мы планировали. Она называлась «Кора головного мозга». Следующая лекция пройдет по новой ссылке, и следующая лекция начнется в 16:45. Пожалуйста, в 16:45 я вас жду. Если есть вопросы, да, у нас есть время, можно задавать очно или в чате, как вам удобно. Следующая лекция 16:45 по другой ссылке. Вопросы? Давайте, значит, я увидел ваш вопрос, Артем Сергеевич. Дело в том, что в лекции я намеренно для студентов 4-го курса я намеренно опускаю сложные вопросы неврологии, которые только для врачей клинических ординаторов, поэтому мы это разберем отдельно на практических занятиях. А перегружать лекцию просто в ознакомительном порядке, что гораздо больше заболеваний, чем вам рассказывается в лекции. А подробности и примеры клинические я за неимением времени, извините, я не могу привести в лекции, все рассказать. Очень большая тема, и за 40 минут рассказать всю кору головного мозга невозможно. Мы с вами рассмотрим на практических занятиях. В 16:45 следующая лекция.